она стоит $2 миллиона. Мы привезли Феррари на секретную локацию. Это моя новая машинка, я тебе ее взял в кредит на 30 лет. Мне настолько нет слов. Макларен мне вообще не понравился. Да, и он говорит, я не менял еще ни разу масло. Их нет в продаже. Такого сетапа у нас еще не было. Немножко заплаканное от радости лицо. И у меня слетело с пальца кольцо. Я так не бегал никогда. Третьи сутки пойдут, как мы пытаемся завести машины. У нее даже ключей нет у этой машины. То есть у нее вообще ничего нет. Не дай бог кто-нибудь мне напишет, что это подстроено. Ребята, всем привет! Добро пожаловать на новое видео. Мы сейчас приехали забирать такую красоту, ну такая вот машина, такие хорошие, 2 Феррари. Сейчас я вам их покажу, мы до этого дойдем. В прошлое видео мы закончили на Пенсильвании. Мы приехали сейчас уже в Джорджию, в Саванну. Мы возили тоже 2 машины, Lamborghini Urus, ну просто обычная, ничего в ней не такого. Такая бескусица, на самом деле она серая, такая голубая-серая и коричневый салон черно-коричневый. Ну, на самом деле вообще цвета не сочетаются. И возили очень старый Land Rover Himalaya. Рилс про эту машину есть в нашем инстаграме, подписывайтесь. Там эксклюзивный контент, ссылки в описании на наш инстаграм и тикток. Также по пути сюда мы попали в зимний шторм. Ребята, мы никогда не были в такой погоде. Там просто метель, вьюга, у нас отказали тормоза. Про это все тоже есть в нашем инстаграме, отдельные рилсы. Но сейчас, как я уже говорила, мы находимся вот возле такого ангара какого-то, забирать очень крутые машины. А Даня сейчас должен сдать задом, приехать сюда к воротам, и я загляну внутрь и покажу вам. В общем, с машинами также мы забираем комплект покрышек и дисков. Это трековые специальные диски, которые супер легкие, то есть, ну, даже я могу их поднять, как бы, no problem. Всем добрый день, наши дорогие подписчики. Мы приехали забрать 2 очень интересные машины. Посмотрите вообще, где мы находимся, что за салон. Получился один дубль, который был отснят здесь, когда мы забирали эту машину. Я просто чуть перепутал и вообще не про то рассказывал. Сейчас придется рассказывать все заново. Мы забрали отсюда 2 интересные машины. Одна Ferrari 308 1979 года выпуска. Ну, почти в идеальном состоянии, там есть небольшие косячки на ней. Хорошая машина, V8 мотор, 2,9 литра. Целых 200 лошадей, почти как у Приуса нового. Хотя, когда это было просто на развал головы. Также вторая машина меня очень сильно поразила. У меня было в конфирмейшене написано, что это Ferrari 812, супер какая-то там, я не помню, честно. Но вот эта модификация, она стоит $2 миллиона. И я вот здесь постоянно рассказывал про нее и про $2 миллиона. А потом я смотрю на фотографии, вижу, что это не та машина. И начинаю думать, а что это за машина? Это Ferrari F30 GTC. 430 лошадиных сил, V8 4 литра, 475 ньютон-метров крутящего момента. А вес всего 1100 килограмм. То есть это специальная машина, выпущенная от Ferrari для гонок. Я изначально думал, что она как бы построена кем-то типа в гаражах для трека, но нет, это прям Ferrari выпустила на трек ее. Специально построена, сконструирована, обвесы, воздухозаборники. Она участвовала в гонках Ле-Ман 24 часа и в других гонках. Я не так сильно шарю в гоночных этих темах.
Эта машина дешевле, чем 812, которая я думал 2 миллиона, но она стоит тоже приличных денег. Эта машина стоит 700-800 тысяч долларов. Их нет в продаже, то есть 812 еще можно купить. Этой вообще нет ни на рынке, никакой информации, сколько она стоит. Вообще 430 модель выпускалась с 2004, если я не ошибаюсь, по 2009 год. Эта машина, я не знаю какого года, у нее даже ключей нет у этой машины, то есть у нее вообще ничего нет, это прям трековая машина. Там даже майлэдж не пишется, там вообще ничего не пишется. Там нету вина? Там нету ни вина, ни ключей, ничего, просто я даже не знаю, как ее запускать. То есть я ее запускал, я ее даже не буду выгонять, я даже не залезу. То есть там вот такая щель, блин, вот так вот, я не стал даже залазить туда. Загоняли мы ее тоже с трудом. Вот этот сплиттер очень низкий, поэтому там была горка, она не помещалась. В итоге мы переставили просто на дорогу. Вот эта малышка уже стоит, готовая. Из 6 досок выстраивали ей дорогу, чтобы она заехала. Она очень быстро перегрелась вообще. Да, то есть она, у нее если... нету охлаждения, то есть она без воздуха начинает задыхаться. То есть она стояла на месте заведенной, начала просто перегреваться из-за того, что нету потока воздуха. То есть там все так сконструировано, что через бампер воздух заходит, через крылья, чтобы ей было достаточно охлаждения. Но я стояла там с этой трубой Полине просто. дали вот эту штуку, которая листья сдувает, и она стояла, дула воздухозаборник, чтобы воздух поступал в двигатель, и она не перегревалась. Но потом все равно что-то она перегрелась немного и вонять начала. Что мы тут делаем в такое позднее время? У меня как в заказе написано, что 2 машины плюс аксессуары. Я приехал сюда и говорю, 2 машины, Феррари и аксессуары. С этими машинами у нас также, кроме покрышек, идут еще сиденья. Вот такие вот сиденья и выхлоп. Прикрепляем, короче, все это оборудование. Максимально, насколько это возможно. Я не знаю, что за аксессуары. Мне нагрузили там резины, диски, сиденья, выхлоп дали. Я такой, окей, поехал. Ну, слава богу, недалеко уехал. И там, короче, я еще должен был головку двигателя забрать. То есть блок двигателя целиковый. Ну, без навесного, просто блок двигателя. Мне его не дали. И сейчас мы приехали сюда за блоком двигателя. И плюс резины должно быть 24 или 25 штук, а у меня сейчас всего в трейлере 16. Сейчас мы его ждем, он приедет, и мы будем выяснять. Я снимал видос в историю Инстаграма, показываю эту старую, подхожу, так решил дверь открыть. Бам, там такой звук, это будет, наверное, вставиться. Это в рилсе в Инстаграме. Надеюсь, переходите. это никто не увидит, ну ладно. Переходите и смотрите На машине рилсы. ничего страшного нету, вот раньше делали машины. Мы снова здесь, следующее утро. Эти старые пердуны пришли сюда, вчера не ответили. Да. Сегодня мы были бы уже доставили бы эти Феррари. Из этих конченых старых мы ничего не успели. Да, они сказали, мы сейчас приедем, привезем вам все, что надо. В итоге 10 вечера, 11, 12, час ночи никого нет, и мы поняли, что уже никого и не будет. И я не знаю, просто зачем так делать. Сказали бы сразу, то, что нет, завтра, как бы. Смотрите, какая здесь есть собачка. Дай лапу. Ой, молодец! Молодец, собака. Вот он, виновник торжества. Плюс еще нам не додали 3 колеса. Помните, в прошлом видео нас остановил коп, сказал, что он выписал варнинг, тоже нет медикал справки, но я сделал медицинскую справку, прошел там исследование, там зрение, слух, руки вверх-вниз, либо приседай, херня, короче. Теперь с чистой душой едем. У нас произошла небольшая херня. Я сейчас выкидывала из окна бумажку, и у меня слетело с пальца кольцо, которое мне подарил Даня, которое с белым золотом и с бриллиантами. Вот куда-то, вот сюда. Вот, теперь мы не можем его найти нигде. Куда-то сюда оно улетело. Ничего нет. Реально? Что ты сделал? Успокойся. Это трэш. Я ходил тут, где ты нашла? Я здесь 30 раз ходил, не видел его. Вот такая у меня обувь. Я по говну лазил. Спросить, где ты ехал. Я тоже здесь ходил, смотрел, но я его не видел. А это мне больше ветром сдуло просто. Я не кидала же кольцо. Я вот так чувствовала, оно мне слетает. То есть, если ты ехал туда, оно слетит, скорее всего, сюда. Что ты снимаешь?
просто 14-го и Она решила нахер это кольцо. успешно, и все ложи, все хорошо. Не дай бог кто-нибудь мне напишет, что это подстроено. Не, всё. это реально не постанова. Я сам по грязи лазил. А потом я вижу, Даня идет с камерой, думаю, вот это контент. Я хотела, конечно, заснять, но мне вообще было не до этого, ни до чего-то, каких-то съемок. Она там уже и маме позвонила. Я не пну, ребята, кольцо из белого золота и бриллиантов. И извините, вы бы тоже звонили бы всем, кому могли. А чем тебе мама помогла бы, я не понимаю, зачем Я ты ей не звонила? знаю, она мне подсказала идею вот лужи ковырять. Я думал, мне новую придется покупать. Хорошо, что ты нашла. Да, не надо засорять природу и свою карму. Через полчаса день Святого Валентина, и через полчаса третьи сутки пойдут, как мы пытаемся завести эти машины, хотя ехать там часов 5. сутки, ты тоже не преувеличивай. Завтра мы их доставим. Сегодня мы забрали мотор. Вчера вечером мы приехали за ней пикапать. По сути, третий календарный день идет, как мы с этими Послушай, если бы машинами. мы забрали их вчера, то сегодня утром они были бы доставлены. Таня ездил куда-то, меня завез. Говорит, посиди в машине, я пойду тебе покупать какой-то подарок. Я до сих пор не знаю, что он мне хочет дарить. У меня тоже ему есть подарок, но как бы я уверена, что у нас немножко разные возможности, да, подарков. Поэтому посмотрим. Вот там вот наш друг будет. Я надеюсь, что вы, да, возможно, это видео вы будете смотреть в марте, но, в общем, надеюсь, что вот этот день прошел замечательно. Нужен был подарок на День Святого Валентина, я не успевал купить до этого. Типа постоянно работа, дела. В общем, я понимал, что я не успеваю. Я резко собрался. Полина ничего не знает, но думаю, может догадывается. Меня навигатор привел вообще в другой молл. Я смотрю, прихожу туда, там пусто вообще, просто как будто молл закрыт. Вообще магазины все не работают. Я приехал туда в 7:55, 8 закрытия. И оттуда бежал, бля. Я так не бегал никогда, я просто моментально побежал. Через 6 полос дороги на красный. Просто пофигу, вот. Опасно, конечно, было немножко. 7:59. Говорят, ты чё с тобой, что случилось? Говорят, что в другой день не пришел? Я говорю, типа, завтра Валентина, да и вот, нужен подарок. На обзор подарков Чевес. Полина решила подарить мне трусики. Дальше. Идет маечка. Маечка, я забыл, что здесь написано. Да, Типа, если не помню, типа, мне пофиг. Нет, написано, Меня это если не я не волнует. помню, значит, это не случилось. Ну, почти так. Такие какие-то конфетки, я не знаю, что это, но Полина знает иксо как. Я знаю только виски иксо. Здесь две вот такие милые открыточки. Переводить я все не буду. Да, просто посмотрите, Просто переведите посмотрите. сами. О, Вторая вот такая. та-дам! Здесь на пружинках. И чуть-чуть сладостей. Также чехол на телефон, но я его уже одел. И есть один минус, что он не на MagSafe. Подарок, который подарил мне Даня. Немножко заплаканное от радости лицо. Я просто начну с пакета, да? Мы не будем многословны, да? Вот. Купил 16 Pro Max iPhone. И вот такой вот кейсик. Такой вот наборчик. На День Святого Валентина. Люблю тебя, Полина. Это iPhone 16 Pro Max. У меня настолько нет слов, что у меня нет слов. Я уже и поплакала, и попрыгала, и порадовалась. Вы не думаете, что я такая, типа, там, нет слов. Вот эта звезда экрана сегодняшних телевизоров. Я его еще не настраивала, ничего не делала. Дело в том, что мой телефон, который у меня есть сейчас, это 13 Pro, и он выглядит, к сожалению, вот так. Разбила его не я, но как бы суть не меняется, то, что телефону уже немножко плохо. И чехол к нему тоже оригинальный, эпплский, фиолетового, такого темно-фиолетового оттенка, силиконовый. Я в шоке просто. Доброе утро, и мы привезли Феррари на секретную локацию. Нам так сказали, и это реально выглядит так. Какие-то просто контейнеры, какие-то аппараты, агрегаты, что-то закрытое, какие-то непонятные гаражи. Но я знаю точно, что сейчас будет очень интересно выгонять эту гоночную Феррари, потому что в ней нет ни системы охлаждения, ничего.
сетапа у нас еще не было, чтобы прям строительной этой техникой. Мы сейчас уже в Южной Каролине забираем следующую погрузку. Я говорила, что там секретная территория, где эти Феррари были, но настолько секретно, что нас просили... Не прям секретно, но типа именно в сам бокс нельзя было зайти и снимать там. Нас попросили не брать с собой телефоны, ничего не снимать, потому что там целый гараж этих Феррари, рейсовых таких Феррари. Те Феррари, которые мы привозили, это владельцы, который с ними куда-то там ездил на какие-то гонки, куда-то их там переправлял, но владелец, к сожалению, умер, и теперь эти Феррари забрали обратно себе. Я не знаю, какое у них там родство, но, в общем, конфиденциальная информация. Из того блока, да, двигателя, они хотят сделать стол, потому что так хотел тот самый владелец. Это Bentley 2022 года. Выглядит очень аппетитно. Он несли двигатель V12. Точно сколько лошадей не помню, наверное, в районе 600. Но мне она нравится, она прям такая солидненькая, звучит неплохо. Но это тоже Audi Volkswagen. То есть много деталей в интерьере, которые взяты с Audi. То есть опять же зеркала крутить, настраивать, закрывать. Это вот как в Lambo, в Audi, в Volkswagen, в Bentley это одно и то же. То есть много каких-то деталей из VAG. Ну это VAG. Но тачка прикольная, Bentley солидная. Bourgeoisie qui boit du champagne, c'est pour tous les quotas français que je parle plus anglais. I'm not crazy, I'm just fond of you and all the piles of money that goes next to you. C'est pour la petite bourgeoisie qui plane à Hawaï, qui se fait des bulles diamants, la coupe de champagne. I'm not crazy, I'm just fond of you. Ганечка, не в лес. Это самое дальнее сиденье. Да. Удобно? Нет. Это прям полупогерская. Ну это для девочек, мне кажется, это Артура. Окей, еще 720-й Макларен. 600-й, ну это вообще, вот это максимум, что я могу сделать. А, и даже это назад не откидывается. Для девочек. Ну я бы не смог на ней ездить. And all the piles of money that goes next to you. Я первый раз вижу такой ключик Макларена. Он сделан из пластика, выглядит максимально как-то дешево. В других Макларенах он идет металлический, такой в форме НЛО. Ну это вообще такая вот прям, я не знаю, она вроде не дешевая, она стоит 1250, все равно 300. Но она очень маленькая. Ну, я вот в нее села, реально, мне по длине ног моих нормально. Даня то, что сел, ему, конечно, вы видели, насколько там все узко, не хватает длины, ширины, высоты, всего подряд. Сиденья деревянные, просто никакой мягкости, просто... Машина не для повседневной, конечно, езды, кто-то ездит как хочет. Вот у этого мужчины машин, наверное, 10 стоит просто у дома, и я у него спросила, вы используете эту машину на каждый день? Он такой, ну, типа, не очень. Ну, то есть, в принципе, он может на ней ездить через день. Причина, почему мы их забрали, это то, что мы их везем в Макларен Шарлотт, наше любимое место, где мы с вами уже были 25 тысяч раз, чтобы поменяли ему масло на этом Макларене. На нем 1500 миль, и он говорит, я не менял еще ни разу масло. И вот мы везем это в дилер в другой штат, в другой город, чтобы поменять масло. Могут себе позволить люди. В общем, мы проехали всего миль 200-250, наверное. Отдаем эти две машины. Макларен уже уехал. Сейчас я выгружаю Bentley, уже все оцепил. В принципе, все это заняло там 4-5 часов. И вау, смотри, логотип светит. Вау. Это моя новая машинка, я тебе ее взял в кредит на 30 лет. Я не знала, что у нее подсветка есть. Вот вам еще раз сиденье покажу поближе. Посмотрите. Фары очень красивые. С подсветочкой, по ночному. Фары, да, они вот такие, знаете, как кристаллизированные, я не знаю, вот внешне они выглядят прям, да. Макларен мне вообще не понравился, но особенно вот этот Артура вообще, то есть сидишь, ну, не для моего роста явно, 720 еще ок, 600 ок, но Артур это вообще минус. А Bentley мне всегда нравился, даже там 4-го года Bentley, они такие понторецкие, дешевые, прикольные.
Это Bentley новый 22 года. Это такой люкс-сегмент. Хорошая очень машина, качественная, дорогая, дорогие материалы, но это типа не про дрифт, не про скорость. То есть, да, там большой мотор, на много лошадей. Но это больше для просто комфортного передвижения по городу, чтобы ускориться, обогнать. Но не для гонок. Скорость, я думаю, она едет очень быстро относительно. Но это хорошая машина, она выглядит прям дорого, богато, комфортно и очень сногсшибательно. Роскошно. Роскошно, Полиночка. Вот такая у нас разница в росте, если что. Да, она малюточка. Ну хотя 1,70 м, не такая прям маленькая. Мы едем там, где будет минус 25 ночью, днем там минус 15. Короче, надо будет сюда брать еще одно запасное колесо. Ну, на всякий случай, чтобы оно даже было, потому что одного может не хватить колеса. На этом мы закончим это видео. Очень много чего произошло. Хоть и короткие были поездки, но машины интересные. Надеюсь, вам все понравилось. Спасибо большое за ваш просмотр, за ваше время. Ставьте лайки, пишите комментарии, И на мой инстаграм подписывайтесь на наши соцсети. И на наш инстаграм, и на мой инстаграм, и на ее инстаграм. На все инстаграмы подписывайтесь. Увидимся с вами там, где будут морозы. Пожелайте нам мы увидимся удачи. с вами завтра. Так, Не замерзнуть. Всем спасибо, всем пока. Да.